Это прямой эфир уже начался, да? Да. Привет, да, привет. Коллеги, я прошу прощения за такой эфир, как вы понимаете, тут я ничего сделать не могу. Может быть, это проблема из-за того, что аккаунт закрытый, потому что вроде как мы с вами на Hairdresser TV работали, и вроде меня так часто не выкидывало. Но надеюсь, что все у нас пройдет успешно, так что не оставляем надежд. Смотрите, вы насчет того, что что-то, может быть, пропустили, вы не волнуйтесь, я обязательно сохраню это все и, если что, смонтирую полностью. То есть я вам уже говорила, что все сохраненные эфиры я буду выставлять на платформе GetCourse, и вы там бесплатно можете их посмотреть для того, чтобы они просто не потерялись. Потому что сами знаете, что в ленте все далеко уходит, и листать ленту очень сложно, поэтому в одно место я, конечно же, все их добавлю, и вы все спокойно пересмотрите. Так что вы не волнуйтесь, если я выскакиваю из эфира, я снова войду, и мы с вами будем работать. Еще раз вам напомню, меня зовут Петрова Ольга. У нас сегодня с вами шикарная модель. Там есть над чем поработать. Пока меня не выкинуло из эфира, я вот уже начала показывать ее. Зовут ее Инна. Да, всем привет, коллеги, всем привет, присоединяйтесь. И я сейчас уже, так как вы уже подтянулись, я начну уже тогда показывать вам все-таки модель. Значит, еще раз познакомьтесь, те, кто не успел познакомиться, зовут модель нашу Инна. Что я могу сказать? Значит, мы, как всегда, создаем с вами идеальную стрижку, то есть стрижку ту, которая подойдет именно нашей модели. Сегодня у меня модель очень сложная, как вы видите. У нас сильно кудрявые волосы густые. То есть нам надо с вами будет придумать, что же сегодня мы с ней сделаем. Мы, конечно же, спросим пожелания, какие есть у Инны. Но давайте сначала, как всегда, составим алгоритм работы с клиентом. То есть, когда пришел к вам клиент и говорит о том, что я хочу изменить свою внешность, мы с вами должны понять, как. Потому что это очень большая ответственность – поменять человеку стрижку, то есть создать новый образ. Поэтому мы должны, первый обязательно пункт, мы должны с вами посмотреть на структуру волоса. Обязательно. Здесь, как вы видите, у нас волосы окрашенные, да, у нас мелирование, но сегодня тема не окрашивание, а стрижка, поэтому мы не будем говорить о том, что уже пора делать коррекцию и так далее. Не надо, мы на это сегодня не смотрим с вами. Мы определяем, что волосы у нас мелированные, а значит, соответственно, очень сухие. Волосы кудрявые, насколько крутой у нас завиток, это же свои натуральные, да, волосы. Да. Насколько крутой у нас завиток, мы только сможем понять с вами тогда, когда помоем. И тогда увидим спиральку у нас какая, насколько сильно закручивается волос. Дальше, после того, когда вы поняли по поводу структуры волоса, мы с вами должны дальше посмотреть форму головы. То есть мы с вами засовываем пальцы в волосы и начинаем прощупывать все косточки, все вмятинки, все бугорочки, для того, чтобы вы понимали форму головы, и чтобы у нас с вами не было никакой неожиданности. Вот мы с вами здесь у лица все прощупали. Здесь у нас не выпирают кости ни на висках, нигде. Дальше мы с вами переходим на затылочную зону. Смотрим, как растут волосы. Вот смотрите, здесь у нас есть макушка. Она, конечно же, распадается. То есть это тоже надо вот учитывать. И пробор все время распадается именно так. Видите, вот у нас немножко голову чуть-чуть вниз. Вот все время распадается, то есть растут волосы не ровно по центру, да, распадаются. Ну, я думаю, что здесь можно будет играть, перекидывать, видите, волос достаточно послушный, я так вижу, у лица. Дальше смотрим рост волос. Как и у большинства у нас,
здесь у нас есть небольшое окошечко, да? Вот, поэтому здесь мы опять же будем думать, что мы будем делать с челкой. Но вы не забывайте, волос кудрявый, и поэтому челка – это такой элемент, что обязательно нужно спросить будет у вашей клиентки, готова она на челку или нет. Потому что кудрявые волосы, у нас они, естественно, еще подпрыгивают, если мы укорачиваем. И готов ли человек каждый раз вытягивать себе, либо просто в стрижку вводить. Так как мы сейчас еще не знаем, какую длину стрижки будем делать, поэтому обязательно вот этот вот момент не забудьте, чтобы не было потом окошка, дырочки, и обязательно проконсультируйтесь с клиентом, хочет ли она вообще, готова ли на челку. Так, здесь мы с вами посмотрели, теперь переходим к затылочной зоне. Обязательно прощупываем затылок. Вы помните, у нас здесь макушка, она разваливается, поэтому это тоже мы будем учитывать при стрижке. Дальше мы с вами прощупываем затылок, форму, но показываю вам сбоку, давайте покажу. Форма затылка вроде как хорошая, видите, достаточно кругленький затылок, поэтому здесь никаких у нас проблем нет. Прощупываем наши затылочные бугры. Бугры тоже не выпирают, поэтому если даже мы решим с вами короткую стрижку, тут все идеально у нас по форме головы, все у нас идеально. Дальше мы с вами смотрим рост волос. Как всегда бывает для нас неожиданности, если мы с вами решаем делать короткую стрижку, и у нас волосы растут вихрами. Здесь, когда длинные волосы, вы заранее никак это прогнозировать не можете. Вы это увидите только тогда, когда мы с вами отрежем. Вот. Но всегда, на всякий случай, вы можете посмотреть рост волос на затылке. Вы поднимаете волосы, и мы смотрим, как растут волосы на затылке. Давайте достанем. Видите, на затылке волосы уходят в сторону. Вот. Рост волос идет в сторону. Видите? Тут идет направо, здесь идет налево. Соответственно, если мы с вами делаем короткую зону, и мы будем с вами либо вытягивать, либо оставлять кудрявой. Если в кудрявом виде мы будем оставлять, она будет носить. Сейчас мы опять же поговорим с клиентом, что она хочет. То проблем никаких не будет, потому что нам надо просто будет обратно сформировать локон, и тогда волосы будут как бы лежать. Если вы захотите короткую стрижку, то тогда надо будет на это обратить внимание, потому что в конце концов тогда, если волос будет ложиться некрасиво, нам придется дорабатывать уже на сухую, может быть, возможно, даже тушевкой. Вот. Дальше, после того, когда мы с вами первый этап определили структуру волоса, второй этап посмотрели форму головы и рост волос, теперь мы с вами переходим к зеркалу и начинаем подбирать стрижку, уже глядя в зеркало. То есть мы смотрим на клиента через зеркало. И это обязательное условие. Надо поближе подойти, там не видно будет тогда. Вот, Иночка, садись вот так. Угу. Значит, смотрите, первым делом, чтобы нам понять, что же мы хотим, нам надо сначала собрать волосы все, да, то есть нам надо попробовать, пойдет ли короткая стрижка. Но что я забыла сделать? Ну-ка, подскажите мне. Узнать у клиента пожелание. Все-таки вы понимаете, да, мы подбираем стрижку само собой. Но ваш клиент, ваша клиентка, она как-то живет со своими волосами. И она знает, что ей лучше, с чем ей легче справляться. И какие-то пожелания, она вам все равно их озвучит. И эти пожелания вы, скажем так, должны прислушаться к ним. Это не значит, что вы должны их выполнить, но прислушаться это обязательно. Потому что реально смотрите на вещи, да, на то, что кем работает ваш клиент. Если это там творческая личность, вы можете менять прическу, окрашивать как хотите. Если это более строгая какая-то профессия, то тогда, конечно же, есть дресс-код. И поэтому мы с вами должны четко хотя бы понимать, да, чего она хочет. Поэтому сначала мы узнаем у Инны. Инночка, какие же все-таки есть пожелания на сегодняшний день?
Ну, мне советовали разное. То есть мне говорили, что, например, волосы больше не окрашивать и сделать короткое каре. Ну, вот какое-то вот такое. Я вот, глядя на себя, могу сказать, что, в общем-то, мне и длинные идут, их надо просто подровнять. Не-не-не, коллеги, не волнуемся. Сегодня у нас не эта тема, мы не подравниваем кончики, мы меняем и создаем стрижку. Поэтому Инна у нас расфантазировалась по поводу подровнять кончики. Сегодня мы создаем ей новый образ. И я думаю, что он ей понравится, и дальше она просто его будет поддерживать. Вот. Ну а вообще просто в принципе, какие пожелания? Там челку вы носили когда-то, там, может быть, хотите, не хотите. Например, допустим, длину, может быть, мы рискнули бы короткую сделать, или все-таки какая-то у нас есть определенная длина, короче, которую вы не хотите. Ну, то есть вот что-то надо такое вот мне понять, чтобы дать мне добро, и я уже начала творить. Оля, я вам даю добро для творчества, потому что любые волосы отрастут. Прекрасно. Слушайте, девчонки, вот у нас, как видите, 3-й мастер-класс проходит, и все модели отличные, они готовы на все. Поэтому давайте с вами будем выбирать все-таки стрижку для нашей Инны. И у нас, как говорится, есть из чего выбрать, да? Поэтому мы возвращаемся к нашему зеркалу. И первое, что мы с вами будем делать, это смотреть, подходит ли нам короткая стрижка. Для этого нам надо убрать все волосы. Но, девчонки, мне очень нравится короткая стрижка на Инне. Смотрите на ее лицо. Девчонки, мальчишки. Она, видите, она все-таки не готова к короткой стрижке. Видите, она засомневалась. Но на самом деле хорошо. То есть, раз она не готова, конечно же, я не буду сразу же ей делать короткую стрижку, но мы к этому придем. Вот когда у нас будет следующий мастер-класс, я позову и будем делать короткую стрижку. Хорошо? Вот, потому что, смотрите, на самом деле это не шутка. Когда мы с вами поднимаем волосы, сразу же видно прекрасный вот этот вот овал лица. И смотрите, как подходит короткая стрижка. Просто-напросто реально. Открытое лицо, вообще можно даже без челки сделать. То есть, ну, вообще реально идет. Поэтому, если вы свою клиентку уломаете, уговорите на короткую стрижку, это будет, конечно же, отлично. Я пока, видите, мне не удалось, но мы с вами продолжаем все равно поиски. Значит, смотрите, так как я открыла лицо в данный момент, убрала волосы, то есть я понимаю, короткая стрижка идет. Смотрите, дальше вы смотрите на ушки. Ушки у нас прекрасные, ушки у нас не торчат. Поэтому вариант короткой стрижки действительно реально существует, вы можете, обязательно можете его сделать. Вот, ну мы с вами тогда дальше подыскиваем форму. Мы берем челку у лица. Дальше мы с вами должны определиться сначала, будет ли у нас челка, либо это все-таки будет удлиненный вариант у лица. Мы берем с вами, как всегда, отдельно прядь и начинаем подыскивать. Нет, ну челка нам, в общем-то, не идет. Смотрите сами. Вот я вам показываю приблизительно. Видите, лицо становится более жестким. Поэтому челку я бы, наверное, не стала бы делать. Поэтому давайте дальше. Они реально вот здесь распадаются? Или это просто сегодня после шапки так? Реально. Угу. Видите, вот это место всегда распадаются, получается, волосы, я так понимаю, либо сюда, да? Вот в этот вот такой вот, да, шаг идет. Поэтому смотрите, когда у нас есть люфт, мы можем с вами немножко выбрать либо лево, либо право, на какую сторону мы будем дальше раскладывать эту челку. Потому что бывает так, что иногда на какую-то сторону идет больше. Поэтому давайте посмотрим с вами по поводу длины. Мы с вами поняли, что уже челку мы нет, вот отказались. Вот еще раз вам показываю, от челки мы отказались. И дальше мы с вами должны определиться с длиной. Ага, смотрите, на мой взгляд, как?
Сейчас я пока уберу вот затылок, чтобы вам лучше было видно. Смотрите, я отпускаю длину ту, которая есть. Посмотрите, лицо становится тоже не мягким. Поэтому, смотрите, вот эта длина, на мой взгляд, не идет. То есть лицо очень сильно вытягивается. Я бы убрала бы челку, покороче сделала, и мы с вами ищем длину, на которой бы мы остановились. Смотрите, здесь не подходит. Дальше отпускаем. И смотрите, вот здесь вот уже, на мой взгляд, да, то есть это у нас получается скулы, правильно? Все время путаю. Скулы. Вот по скуле уже более мягкий получается вариант. Я считаю, что Инна должна иметь челку не длиннее, чем скулы. На мой взгляд, вот такой вот длины челка будет нам отлично. Мне тоже нравится. Ну вот, видите, совпали во мнении. Так, значит, с челкой мы с вами определились. И теперь давайте подыскивать все-таки длину, на которую мы готовы договориться с Инной. Потому что, вы же видите, волосы достаточно длинные, и сейчас для нее будет так небольшой шок, когда мы это все дело отрежем. Давайте искать теперь длину общую, какую нам надо будет сделать. Ну, на самом деле, да, она правильно говорит. Смотрите, волосы удлиненные ей тоже идут, но лицо должно быть, как я вам уже говорила, открытое. То есть у нас должна быть укороченная вот такая вот челка, вернее, удлиненная, наоборот, но не сильно длинная. Да? И вот получается, что если я вот так вот делаю ей, приоткрываю чуть-чуть лицо, то очень даже вроде как и миленько получается, смотрите, да? Но... наверное, это будет скучно, да, если мы с вами просто сделаем вот такую стрижечку. Давайте-ка все-таки что-то с вами изменим. Давайте поищем длину покороче. Ага. Слушайте, смотрите, и длина покороче нам тоже очень неплоха. Давайте-ка с вами сделаем длину мы коротенькую, все-таки коротенькую. Наверное, вот такой вот длины будет у нас. Но, смотрите, когда я создаю вот длину здесь, нам подходит вот это место, да, то есть, смотрите, мы подчеркнули всю самую красоту. Открывается шейка, у нас хороший подбородок. Смотрите, вроде как хорошо, длина нам вот это подходит, только вы не забывайте о том, что у нас еще челочка здесь есть покороче, да, и тогда как раз вот будет поинтереснее смотреться, потому что сейчас в данный момент у меня челка длинная и смотрится не так. Но вот этот вот квадратик, как видите, он не подходит. То есть здесь получается, если мы делаем с вами такой вот типа прямого каре, посмотрите, насколько выдается носик. Обратите внимание. То есть вот нам надо отвлекать именно от наших недостатков и подчеркивать наше достоинство. Поэтому, соответственно, мы с вами вот такое квадратненькое каре делать просто не будем, потому что оно нам не идет. Длина вроде как подходит, ну и на этом все, да. Поэтому нам надо теперь определиться, все-таки длина длиной. И опять же, смотрите, не забывайте, волосы у нас кудрявые. Насколько кудрявые, мы пока не знаем. Если мы с вами создадим равномерную форму, она получится просто шариком. А нам шарик тоже не нужен. Поэтому нам нужно сделать будет градуировку, да? То есть нам надо придумать стрижку с градуировкой. И давайте-ка с вами подберем, какой же все-таки нам надо будет сделать здесь угол. Давайте искать. Поднимаем волосы и создаем сами произвольный угол. Угу. И смотрите, я как бы приблизительно задала длину, вы помните, да? У меня она по челюсти идет. И задаю угол. Видите, если я поднимаю на уровень нашей челки, вот здесь у нас с вами челка, да, на уровне глаз идет. Мы с вами, если угол сюда же поднимем, обратите внимание, как это будет выглядеть. Смотрите, на мой взгляд, она становится очень даже уже интересной. Видите? Согласны? Пишите.
Согласны, если мы с вами перенесем и сделаем ей объем на уровне глаз? Как раз вот у нас вот здесь будет челка, и на этом уровне у нас будет градуировка. То есть мы с вами создадим градуировку, потому что мы с вами уже решили, что если будет у нас низкая, как массивное каре, будет некрасиво. Если мы с вами поднимаем на уровне глаз, то очень даже получается задорненько. То есть, на мой взгляд, прям бомбически. Сейчас чуть-чуть я выше подниму, посмотрю, но выше уже это уже через край. Давайте с вами все-таки сделаем градуированную стрижку. Угол, наверное, у нас с вами будет... А мы давайте с вами определим, какой угол у нас будет. Как нам определить угол? Нам надо с вами поднять на уровне глаз. Правильно? Значит, соответственно, мы берем расческу. И начинаем тогда думать, как же нам переместить объем на уровень глаз. У нас с вами там длина будет задана. Мы же решили коротенькая достаточно стрижка у нас будет. И мы с вами будем определить, нам надо будет определить угол наклона. Какой же мы будем с вами делать? Угол оттяжки и угол среза. Если я вытягиваю волосы, волосы не причешешь, кудрявые, надо где-то сразу будет нам с вами все отстричь. Давайте тогда вот так руками, потому что я не могу прочесать волосы нормально. Извините. Значит, смотрите, я когда приподнимаю, я смотрю на мое, скажем так, как это сказать-то, на мой уровень, да, то есть где у меня, я хочу сделать объем. Обязательно мы с вами смотрим еще, кстати, не только с лица, но еще также мы смотрим с носика, когда делаем на затылке. Мы с вами решили, что треугольник у нас будет на уровне глаз, и переносим теперь треугольник на затылочную зону. И смотрим. Угу. На мой взгляд, на уровне глаз нормально будет у нас. Видите, с носиком, если посмотреть, распределяется равномерно. Если что, мы можем с вами на затылке немного выше приподнять. Тоже будет хорошо. Треугольник наш. Давайте мы с вами сейчас, когда помоем, я вам покажу дальше, как определять угол, потому что я сейчас в данный момент не могу прочесать волосы. Я сейчас, так как мы решили с вами, что у нас длина короткая, я сейчас одним захватом просто отрежу волосы, чтобы возврата не было. А то вдруг передумает еще. Поэтому, чтобы нам не передумать, мы сейчас с вами отрезаем сразу одним захватом волосы. Я не причесываю, потому что невозможно, видите, вот причесать. Я могу руками. Не надо, мы помоем сейчас сразу. И там хорошо мы сделаем кондиционером, и тогда у нас будет все хорошо. Опускаем голову вниз, для того, чтобы можно было натянуть. И одним захватом сразу же отрезаем. Все, волос нет, решено. Все, жалко? Что делаешь? Красота, говорят, требует жертв. Все, теперь мы сможем их нормально прочесать, и сейчас пойдем помоем. Кстати, вот смотрите, я сейчас отрезала волосы, и видно, да, что вот сейчас получилась форма, как будто бы шар, да, то есть вот круглая. И посмотрите, насколько не подходит вот тоже круглая форма. То есть, значит, равномерную стрижку мы точно делать не будем. То есть, одуванчик делать не будем. А вот треугольник выведем. То есть, форму немножко лица вытянем в направлениях. Сейчас мы идем с вами мыть, потому что обязательно стрижка делается, выполняется на чистые волосы. Прошу. Пошли. Вот сюда на первое кресло. Угу. Так, сейчас все снимаем. Да. Мы обязательно подкладываем на плечи полотенце, для того, чтобы не затекла вода. Аккуратно кладем. Угу. Все. Хорошо смачиваем волосы.
Как всегда, будем делать правильное мытье. Кто со мной уже не первый день на мастер-классе, все знают, что чтобы хорошо волосы, шампунь пенились, нужно очень хорошо смочить. Хорошо смачиваем. И намыливаем. Сначала хорошо разнесли шампунь и теперь тщательно моем. Вы рекомендуете какой-то определенный шампунь? Ну, вам конкретно надо либо для кудрявых, либо восстанавливающий, потому что волос очень да, и кудрявый, и сухой. Нигде не пропускаем никакую зону, тщательно моем. Поднимаем шею, также моем. Особенно тщательно, когда вы после краски это делаете. Потому что краску тоже надо с шеи смывать. Мы с вами намылили шею, но ее мы с вами будем мыть в самом конце. Не надо поднимать второй раз. Сейчас прям, когда смываете шампунь, вы промоете шею тогда, когда нанесете кондиционер. Чтобы просто лишний раз не затекло за шиворот вода. Кондиционер наносим достаточно обильно, потому что у нас волосы путаются, потому что волосы кудрявые. Помимо того, что они кудрявые, они еще мелированные. И за счет этого, сами знаете, сухость появляется большая. Поэтому аккуратненько наносим. Там, где у нас волос натуральный, там, конечно, все прям идеально гладенько. Мы кондиционер с вами можем наносить и 2, и 3 раза. Немного прочесывайте. У меня вот есть специальный инструмент, это мои ногти. Вам рекомендую всем, ну, кроме мальчиков. Да и то, я смотрю, мужчины делают себе тоже маникюр же, это тоже красиво, когда аккуратные руки у мастера. Все, видите, теперь у меня гладко все причесывается. Достаточно кондиционера уже. И я тогда смываю его. Так, тщательно смыли кондиционер, но у нас с вами шея осталась мыльная, вы про нее не забывайте. Отжимаем волосы, руки влажные, быстрым движением протираем, кладем обратно, промываем. Это первый вариант. Вы можете повернуть голову на бочок чуть-чуть и промыть затылок вот таким вот способом. С одной стороны поворачиваем, с другой стороны промыли волосы, хорошо отжали и наносим, заворачиваем в полотенце. Как всегда, кто не знает, я вас сейчас буду учить, как мы заворачиваем. Первый вариант.
мы с вами от себя делаем отворот на полотенце, кладем, берем волосы и быстрым движением подсовываем под шею. Дальше заворачиваем вокруг головы. У нас здесь есть отворот, видите? В отворот поворачиваю кончик, собираю все волосы в полотенце и за отворот засовываю кончик. Видите, у нас с вами полотенце прекрасно держится. Второй вариант. Уже я делаю что? Я поворачиваю полотенце отворот на себя. Вот он. Кладу наверх полотенце на голову клиентки. И быстрым движением подсовываю полотенце под шею. Вот так. Все, видите, я поймала, и вода уже туда никуда не пройдет. Дальше мы скручиваем в жгут. И убираем кончик со стороны уха. Вот так. Тоже у нас будет держаться. Пошли. Вытираем шею и проходим на место. Если вам поставка мешает, то я не буду пользоваться. Да, я потому что крутить, наверное, буду. Посмотрим сейчас. Так, садимся, расслабляемся. Так, одноразовый обязательно воротничок. Приодели. И будем с вами сейчас делить на зоны. На какие зоны нам надо с вами разделить стрижку? Кто знает? Давайте, вы пишите свои вопросы, коллеги, потому что у меня в помощницах сегодня Наташенька, и она нам зачитает эти вопросы, и я по ходу стрижки вам на все буду вопросы отвечать. Так как мы понимаем с вами, что у нас градуированная стрижка, так как у нас с вами длина будет не сильно длинная, все-таки коротенькая, стрижка у нас получается средняя, наверное, по длине, мы будем делить, как всегда, на 4 зоны, потому что у нас каждый блок будет иметь градуировку. А когда градуировку, значит, соответственно, мы работаем с каждым блоком отдельно. Делаем сагитальные, горизонтальные проборы. Те, кто был у меня на предыдущих мастер-классах, я вам показывала, как я отделяю пробор, на что мы с вами ориентируемся. Наташенька, подойди сюда, я тоже сейчас покажу. Меня просто спрашивают все по поводу того, как быстро делать пробор, то есть на что ориентируемся. Потому что, как правило, у нас должна быть наивысшая точка головы. Ой, держу. Вот, но так как мы, парикмахеры, никогда не будем вот так класть расческу и искать, где же у нас наивысшая точка головы, мы немножко ориентируемся по-другому. То есть у нас есть с вами ушко, вот оно. Мы с вами ушко делим просто на 2 части пополам, да? Вот так. И вот это и есть пробор. Вот эту зону ушка мы делим на 2 части, и у нас с вами получается пробор. Все. То есть вот эта центральная точка, и есть у нас пробор, на который мы с вами ориентируемся. С противоположной стороны мы с вами также выделяем. Видим свое ушко, вот оно. Вот наш пробор. Закалываем волосы у лица, просто для того, чтобы нам они не мешали. Все таким вот образом мы с вами разделили на зоны. И переходим уже на затылочную часть, потому что нам надо определить, какой же все-таки угол мы с вами будем стричь. Голова сейчас в данный момент вашей клиентки стоит ровно, для того, чтобы нам понять,
на какой уровень нам надо переместить наш объем. Потому что в данном случае, вы же видите, мы отрезали одним захватом, поэтому объем, как правило, весь вот здесь. Нам нужно переместить с вами объем. Давайте поищем куда. Так как мы начинаем всегда работать с центра, с центральной пряди, с нее же мы с вами и будем тогда делать. Вы помните, волосы кудрявые, да? И когда я вот натягиваю волосы, они же, естественно, у нас становятся длинные, да, в прямом состоянии. А когда я отпущу, они соберутся в кудряшку. Вы обязательно тоже это учитываете, потому что кудрявые волосы, они подпрыгивают где-то сантиметров до 2. Вы это должны тоже по длине учитывать. И нам надо с вами понять теперь, как же нам сделать угол. Помните, я вам говорила о том, что мы с вами решили угол сделать надо вот на этом где-то вот уровне. Да, где у нас глаза, да, вот где-то на этом уровне. И значит, соответственно, нам надо определить угол. Либо можно чуть-чуть повыше. Вот сюда перенести тоже пойдет. Значит, соответственно, нам надо определиться с оттяжкой. Мы с вами натягиваем, помните, нашу шкалу. Обязательно ее всегда не забываем. То есть от точки здесь, которые вы там будете задавать изначально. Значит, если я поставила, например, допустим, вот так. Это будет у нас угол 45 градусов. Я приблизительно, значит, взяла, отпустила длину, прибавила, да, то есть укоротила на 2 сантиметра и буду смотреть, на каком уровне у меня будет находиться. Видите, сейчас в данный момент у меня перешло как раз к глазам, да. Если я сейчас в данном случае подниму чуть выше, то есть, помните, угол был 45, да, я показала. Если я сделаю угол 60, вот смотрите, угол 60, вот так вот теперь выглядит. Да, вот это был 45, еще раз показываю. Это 60, то есть более крутой угол. Я беру, отпускаю, приподнимаю тогда нашу прядь на 2 сантиметра и смотрю. Видите, у меня объем перенесся уже на лобную часть, видите, то есть на брови. Поэтому скажите, вы хотите, чтобы мы сделали оттяжку 60 или оттяжку 45? Потому что Инне подходит и то, и другое. Вот посмотрите, с профиля ей хорошо и объем 60 градусов оттяжка, и объем 45. Какие у вас пожелания? Давайте пишите, а я пока буду делить на зону, на затылке. Потому что мы всегда с вами начинаем с нижней затылочной зоны. То есть задаем длину, задаем окантовку. Так, хорошо, я поняла. Вы сегодня у нас отдыхаете. Проверить звук, попросите. Может быть, меня плохо слышно? Вы напишите что-нибудь там, плюсики хотя бы поставьте, если слышно. Если не слышно, поставьте минусы. Мне просто нужно понять вашу реакцию, ответ. Вы слышите меня, либо нет? Чуть-чуть голову вперед, то я не вижу, что я тут делаю. Все отлично. Все отлично, хорошо. Ну, так помогите мне, какой мы сегодня с вами угол оттяжки будем делать? Ну вот, помощники мои сегодня. Вы мне сегодня предоставляете выбор самой? Пишут, что очень интересно. Спасибо, но еще только начало. Сейчас будет еще интереснее. 45. 45. Ну, прекрасно. Все, значит, решено. 45. Значит, мы с вами всегда начинаем с окантовки. Мы должны с вами определиться рост волос, высоту роста волос. Видите, вот он, наш рост волос. Я не думаю, что нам в данном случае надо подбривать. Мы решили с вами сделать достаточно коротенькую стрижку, но это не значит, что мы с вами будем подбривать. Поэтому давайте все-таки ограничимся ростом волос. Предлагают под 60, потому что под 45 много стрижек. Угу. Вот так. Короче, что ли?
Нет, нет, нет. Просто выше угол будет. Мы перенесем объем на верхнюю затылочную зону. Я согласна. Вообще любой каприз. Давайте 60. Но окантовка у нас все равно остается окантовкой. То есть мы с вами ее изменить сейчас не хотим. Мы с вами задаем окантовку, то есть задаем длину. Помните, я вам говорила, находите, определяете рост волос. Голова вашего клиента опускается вниз. Мы начинаем с центра, как всегда. Помним, где же у нас там наши, вот они, волосики. И сейчас здесь будем с вами задавать длину. Делаем окошечко. И по прямой продолжаем нашу окантовку. Сейчас мы задаем длину. Подчищать с вами мы будем после того, как прострижем вот сейчас заданную длину. Так, задали мы с вами длину. Я отпускаю. Теперь ребром ладони прижимаю и дочищаю низ. Маленькими шагами идите, дочищаем. Видите, сколько мелких волос появилось? Потому что у нас с вами при окантовке должен быть 0. Не забывайте, что волосы у нас кудрявые. И, естественно, они еще в сухом виде будут приподниматься. В противоположную сторону также зажимаем ладошкой. Дочищаем. Помните, я вам показывала, рост волос немного сбивается в сторону. Поэтому это мы с вами дорабатывать уже будем в сухом виде, когда прострижем все. Сейчас просто задаем длину. Обязательно проверяем лево-право. Никогда не ленимся. Переходим к следующему блоку. Я рекомендую вам все-таки второй блок сделать наложением пряди на прядь. Для того, чтобы нам не оголять затылочную зону нижнюю. У нас, ой, мамочки, у нас совершенно с вами будут прямые линии здесь, да, так как у нас всегда рабочий пробор, вот это рабочий пробор. Мы повторяем, да, линию среза, повторяем рабочим пробором. То есть обязательно. Но сегодня, так как у нас будет идти градуировка ровная, стрижка у нас градуированная, поэтому и рабочие проборы у нас тоже прямые. Сейчас, в данный момент, я делаю повторение. Я делаю метод наложения пряди на прядь. Свою контрольную линию, которую я задала, окантовочную, вижу. И повторяю ее. Мы с вами сделали, простригли, и обязательно, опять же, лево-право проверяем. У нас должно быть одинаково слева и справа. Угу. Ну вот теперь сейчас приступаем к стрижке. Следующий блок уже будем задавать угол. Прямой рабочий пробор. Переходим в центр и задаем теперь наши 60 градусов.
Берем по центру контрольную прядь, отделяем четко по центру, стоим за прядью и сейчас будем искать наш с вами угол. Значит, смотрите, у нас здесь с вами два блока прострижено. Первый блок это нулевая вот эта линия, второй блок уже было наложение у нас. Поэтому длина у нас с вами определена. Вот она длина. Поэтому вот это теперь у нас с вами контрольная прядь. То есть не нижняя контрольная прядь, а вот второй блок, вот это и есть контрольная прядь. Мы с вами берем, натягиваем волосы. Стоим мы четко за прядью, обняла голову и натянула. Мое полотно, которое я натянула, должно совпадать с расческой. Вот это будет 90 градусов, то есть натяжение к голове 90 градусов. Еще раз показываю. Обняла голову, то есть мои пальцы с внешней стороны обнимают голову, поставила. И натянула четко. Значит, смотрите, дальше моя контрольная точка. Не забывайте, вот она, моя контрольная точка. Она у меня задана вторым блоком. Теперь мне самое главное, нужно выставить угол 60 градусов. Давайте-ка возьмем нашу шкалу. Наши пальчики ставим и выбираем 60 градусов. Понятно? То есть еще раз, если я натянула, вот так тяну ровненько, повернула, видите, вот он, 60 градусов. Да, вот шкала, видите, вот шкала, 60 градусов, 45, вот, это ниже. У меня 60 градусов, это значит, соответственно, показываю еще раз, натянула, веду, аккуратненько веду, вижу свою точку, здесь уже меняю на угол. Понятно? Да? Плюсики ставим. Всем понятно, что я делаю. Показываю еще раз. Натянула. Вижу свою точку контрольную. Поставила под 60 градусов. Еще раз проверяю себя. Вот это 60. Еще раз покажу, что 45 это вот еще ниже. Все, и мы с вами отрезаем. Веду. Нашла, вижу контрольную точку 60 градусов. Поехали. Отрезала. Теперь у меня линия под 60 градусов. Смотрите. Вот она у меня легла. Дальше я перехожу в диагональ. Я отделила прядь новую по диагонали. Убрала лишнее. Отделила прядь свою, только что простриженную контрольную. Перешла я за прядью. Натянула 90 к голове, натяжение 90 к голове. Я вижу в данном случае две теперь свои контрольные точки. Одна моя точка и вторая. Не перемещаю никуда руку, соединяю две свои точки. Отпустила, отделила по диагонали следующую прядь, убрала лишние волосы. Отделила по диагонали только что простриженную прядь. Натянула, перешла за прядью. Не забывайте, переходим, не ленимся. Обняла голову, натянула. Натянула 90. Вижу, видите, вот они. Видите, вот она моя линия. Вот она, сейчас я вам покажу. Вот она моя линия. Ой, съехала чуть-чуть. Сейчас, секунду. Еще раз натянула. Вот она моя линия, вот она. Я ее простригла. Я теперь ее повторяю, свою линию, ввела. Дальше, опять же, отпустила. И смотрите сюда. У меня все-таки здесь, да, нужно оставить закрытые ушки. Да? Если я сейчас буду переходить за прядью, что у меня будет? У меня появится окошко. Окошко, которое вот будет у меня здесь внизу в окантовке. Мне вот это окошко вообще не нужно, поэтому вот эту зону мне надо уже удлинить. Поэтому я взяла свою только что простриженную линию, вот она, и подтянула весь вот этот хвостик к ней.
Я вижу свою простриженную линию, вот она, и буду ее просто повторять. Натяжение у меня, моя контрольная линия стоит перпендикулярно. Я стою за своей контрольной линией. Подтянула хвостик. Все, я его ввела. Отпускаю. И у меня теперь, видите, есть удлинение. Вот это вот. Видите? Вот удлинение. Получился такой небольшой, более длинный хвостик. Вы можете сразу его убрать. Дальше мы с вами переходим на противоположную сторону. Нашу контрольную по центру мы делим на две части. Берем новую прядь по диагонали. Натягиваем волосы 90 к голове. Опять же, помните, обняла голову, натянула. Вижу свою контрольную линию. Вот она, моя контрольная линия. Вот так. Соединяю. Дальше делю пополам прядь. Взяла новую, перешла за своей контрольной новой, натянула 90 к голове. Вижу, как всегда, свою линию. Соединяю. Есть вопрос. Давайте. То есть угол только по центральной пряди задаем? Совершенно верно. Дальше мы уже просто повторяем. Опять же, перешла к следующей. Натянула. Контрольную свою, вот она моя контрольная, я ее вижу. Последнюю всю подтягиваю. Не меняю натяжение. После этого я могу тоже отпустить и показать вам о том, что у нас есть, видите, есть маленький хвостик. Вот он. Мы его можем сразу с вами убрать. Можете не убирать, это вам уже решать в конце можно это сделать. Дальше мы поднимаем волосы все и ищем. Давайте сейчас я покажу вам. Вам надо найти, чтобы волосы сошлись приблизительно в одной линии. Мы с вами находим и методом pointing по краешку прорабатываем линию, которую вы только что простригли. Она у вас будет идти по кругу, кроме хвостика за ухом, потому что хвостик за ухом у нас был с вами на удлинение. Прорабатываем всю линию. Хвостик, естественно, здесь стараемся не убирать. После того, когда вы проверили линию, мы с вами берем и проверяем через натяжение нашу длину, чтобы у нас с вами лево-право было одинаково. Натягиваем из одной и той же точки слева и справа и проверяем длину. И, как видите, у меня здесь с длиной все в порядке. Так. И смотрите, даже еще пока мы и не укладывали, и не сушили, оказалось у Инны достаточно крупный завиток. Смотрите, как ложатся волосы сразу. Хорошо. Посмотрим дальше, какой. Красота. Согласна. Особенно, когда волосы еще хорошие. И приятно работать с волосами. Так, дальше возвращаемся в центр. Опять же, по центру берем прядь. Натягиваем. Натяжение у нас с вами пряди идет 90 градусов в голове. И смотрите сюда. Видите, у меня линия была задана. Вот она. Видите? Вот эту линию мне теперь надо продлить с вами. Еще раз отчесываем хорошо прядь. Натягиваем. Видим свою заданную линию. Вот она идет. Пальчики ставлю по ней и продлеваю. То есть ввожу дальше свою прядь и продлеваю линию. Если я отчешу, у меня будет кудрявый, вы же понимаете. Давайте я вам натяну чуть-чуть. Вы увидите, у меня линия пошла совершенно прямо. Дальше, опять же, отделяю свою контрольную, только что простриженную пополам.
перешла я в диагональ, взяла новую прядь. Смотрите, коллеги, обязательно локоток поднимаем. У меня зона становится выше, поэтому я поднимаю локоток, натягиваю волосы 90 к голове. Контрольная моя, видите, вон она есть, я от нее никуда не ушла. Соединяю. Дальше разделила только что простриженную зону пополам, взяла новую, перешла за прядью, натянула 90 к голове. Дальше ищем линию, вот она есть. Повторяю ее. Опять разделила пополам, перешла я за прядью, взяла новую, отчесала хорошо. Свою вижу, вот она линия, повторяю. И последнюю вот эту, что я делаю, девчонки? Подчесываю. И так как я линию уже задала, да, вон она моя линия, я ее повторяю. Все, линия с этой стороны закончилась. Здесь опять же будет хвостик, смотрите. Видите? Нам хвостик этот нужен. Почему? Потому что у лица волосы поднимаются сильнее гораздо, чем на затылке. Поэтому мы с вами делаем легкое удлинение к лицу, но не сильное. У нас все-таки мы решили с вами достаточно короткая будет стрижка. Озвучьте, пожалуйста, еще раз, где можно найти все прошлые эфиры и как найти вас в Инстаграме. Так, значит, смотрите. По поводу, как найти в Инстаграме. В Инстаграме я Бигуди. Если вы видели анонс этого нашего прямого эфира, там было написано «Марафон колорист» и «Бигуди». Так вот, Бигуди с собакой – это на мой Инстаграм. Так что переходите, пожалуйста, в Инстаграм. Если это говорить про Телеграм, то там будет название «Все для парикмахера». Да, у нас «Все для парикмахера», да, Телеграм. Информацию там, в Инстаграме, в Телеграме вся есть о курсах обучающих. И плюс, помимо этого, у нас с вами, я уже вот в самом начале говорила о том, что все прямые эфиры, которые у нас с вами будут, я решила вам выставлять в одном и том же месте, то есть на GetCourse. Там будут обучающие стрижки и плюс вот эти бесплатные прямые эфиры. То есть потому что лента, она все время двигается, она уходит, и найти сложно. Поэтому все вот эти мастер-классы я просто буду ставить в одно место, и вы их никогда не потеряете. Просто заходите туда. Да, вот, Бигуди. Прям совершенно верно. Вот так вот, как вот написано. Что? Это надо искать, я не готова. Угу. Подключись, вот у тебя этот есть, Powerbank. Все, значит, давайте продолжаем стрижку. И вопросы пишите, какие у вас еще будут. И вы можете мне тогда, чтобы я вам конкретно ссылку прислала, вы можете мне написать или в Инстаграм, или в Телеграм. И я вам просто ссылку тогда уже скину на вот эти вот уроки, на все, на мастер-классы. Так, сейчас развернем. Угу. Мы тут остановились с вами, эту сторону мы уже простригли и переходим теперь на противоположную сторону. Также мы с вами переводим нашу рабочую плоскость уже в диагональ. Натянула к голове 90, вижу свою контрольную линию. Видно? Да, вот она моя контрольная линия. Натянула и соединила. Дальше разделила опять и перешла я за прядью. Вы не забывайте, пожалуйста, что надо обязательно переходить. Вот я перешла за прядью, 90 у меня натяжение к голове, контрольная моя, вот она видна. Соединила, еще одну отделила, разделила, перешла я за прядью. Не ленюсь, двигаюсь. Контрольная линия видна. Соединяю. И последнюю подтягиваю. У меня опять же линия контрольная уже не меняю ни натяжение, ни наклон.
Дальше отпускаю, маленький хвостик есть, выравниваю. Переходим дальше. Но подождите секунду, переходим дальше. Сбилась я немножко с правильного пути. Мы с вами обязательно делаем проверку. Те, кто знаком с моей техникой, знают, что я всегда проверяю. То есть у меня стрижки всегда очень точно и хорошо ложатся. Мы с вами находим волосы, где соединяются в одну линию. Приблизительно, вы же понимаете, что невозможно соединить, если у нас разный уровень. Находим и прорабатываем кончиками методом понтинг. Прорабатываем аккуратненько по кончикам, то есть смягчаем. Многие называют это ребро жесткости, поэтому вы смягчаете эту линию свою. После того, как мы проверили так, мы с вами проверяем через натяжение. Это обязательное условие. То есть лево-право у нас должно тоже быть одной длины. Обязательно. Если где-то вас чего-то там не устраивает, можете чуть-чуть доработать. На этом этапе это несложно. Вот она наша уже, смотрите, линия пошла. Переходим теперь уже точно к следующей. Я сейчас просто перекину уже в одну заколку, потому что мне уже неудобно, когда много зажимов. Отделили следующую зону. Опять же идем в центр. Берем по центру прядь. И здесь у нас самое главное. У нас же есть определенный угол. Если мы будем повторять натяжение 90 градусов по форме головы, то у меня угол завалится, он станет круглым. Мне не нужно круглое, у меня неравномерная стрижка. Значит, соответственно, я меняю сейчас натяжение, то есть оттяжку. Я беру по центру прядь. И теперь я натягиваю не параллельно, вернее, не перпендикулярно голове, потому что перпендикулярно голове это будет вот. А мне вот этот шарик не нужен. Поэтому я натягиваю параллельно полу. То есть мое натяжение будет параллельно полу. Я натягиваю прядь параллельно полу. Опять же, вижу свою линию. Вот она. Видите, моя линия, которую я только что стригла. И я, соответственно, ввожу. Вот так, все совпало. То есть я ввела следующий блок в свою линию, ранее простриженную. То есть я ее повторила. Опять же, все просто. Перевожу теперь свою рабочую плоскость в диагональ. Новую прядь отделила. Натяжение. Вижу две точки свои контрольные. Одна, вторая. Соединяю. Следующий отделила простриженную, новый взяла, перешла я за прядью. Не ленитесь, пожалуйста. Самое главное, локоток. У нас с вами прядь параллельно полу. Не забывайте поднимать локоток. Вот здесь я свою линию вижу. Вот она. Никуда она. Вот она линия. Вот она всегда есть. Она всегда передо мной. Если вы правильно натянули, линия у вас четко видна. Разделила пополам, перешла я за прядью, натянула, оттянула. Смотрите, линия, вот она. Локоток у меня поднят. Ввела последнюю, вот эту всю, подтягиваю. У меня здесь линия есть, я не создаю новую. Вот она у меня линия, я ее повторяю. Локоток не опускайте, потому что натяжение у нас с вами параллельно полу. Перехожу в диагональ на противоположную сторону. С этой стороны, конечно же, вам легче поднимать, но не завышайте. Держите и контролируйте себя, свое натяжение параллельно полу. Рабочая линия среза у нас есть. Я ее повторяю. Перехожу в следующую прядь. Перешла я за прядью.
Опять же, натяжение, стою за прядью. Линия, вот она моя, имеется. Вот она, линия. И я снова ввожу в нее. Еще одну отделяем. По диагонали сделали. Натянули. Перешли за прядью. Вот она моя контрольная линия. Последнюю подтянула. Отпустила. Также проверка. Поднимаем. Все волосы сошлись у меня. Видите, я нашла там, где сходятся в одну линию. Вот она, эта линия. Я просто ее чуть-чуть прорабатываю. Как видите, она у меня вся красивая. Проверяем теперь лево-право. Через натяжение. Вот у нас, видите, лево-право. Берем из одной и той же зоны, натягиваем. Только берите действительно из одной и той же зоны, иначе вы никогда ровно не сделаете. Видите, все у нас с вами здесь прекрасно. И если мы с вами посмотрим сбоку, у нас поднимается затылок. Видите? Я обратно собрала в кудряшку, потому что 100% Инна не будет вытягивать свои волосы. Я вот немножко собрала в локоны. И видите, у меня угол пошел выше. Видите? То есть у меня угол перемещается именно на ту зону, которую я планировала. Вот, обратите внимание, видите? Переходим дальше. Следующий блок, опять же по центру. Натяжение у меня параллельно полу. Я стою четко посередине. Натяжение параллельно полу идет. Вот у меня параллельно полу четко идет натяжение. Я свою линию вижу. Видите, вот она моя линия, она задана мной. Если вы правильно натягиваете, у вас четкая будет линия, вот она. И мы с вами эту линию должны повторить. То есть мы должны ввести в линию. Вот она, мы ввели в нее, вот. Отпустили. Переводим в диагональ нашу плоскость. Я говорю плоскость, я надеюсь, вам понятно, что такое плоскость. Плоскость это вот это наша рабочая прядь. Вот это плоскость, если я так держу. Если я перевела в диагональ, то плоскость это уже вот она плоскость. Понятно, да? Ну, например, допустим, давайте возьму. У нас плоскость, диагональ. Понятно, как бы я ни взяла, плоскость это вот это. Так, дальше перешли мы с вами в диагональ, перевели, убрали лишние волосы, разделили нашу только что простриженную зону, отчесали хорошо, параллельно полу идет у меня натяжение пряди. Смотрите, контрольные мои, вот они видны, четко видны, я соединяю. Вот, все соединила. И вот эту вот всю последнюю зону я буду подтягивать только что простриженной мной линии. Опять же, натяжение параллельно полу. Свою контрольную, вон она, видите, вот она видна. И я ее просто повторяю. Видна, вот она, не теряю ее. Перехожу на противоположную сторону. Также отделила локоток. Здесь уже я поднимаю локоть. Видите? То есть для того, чтобы мне правильно натянуть, мне надо приподнять локоть. Разделила опять же пополам. Перешла к следующей пряди. Свою линию, видите, вон она, я вижу. Видно, вот она.
натянула, простригаю, последнюю подтягиваю. Проверяем лево-право. У нас должно все быть с вами одинаково. Проверяем так и проверяем себя, поднимая волосы. Находим приблизительно, где сходятся волосы, в одну линию. И просто размываем, скажем так, ребро жесткости. Теперь у нас последняя прядь затылочная, да, верхняя затылочная зона. Сейчас уже у нас с вами опять же натяжение будет идти параллельно полу, но это называется уже по касательной. Вот смотрите, я оттягиваю, отчесываю прядь, и она у меня четко идет по касательной. Я не завышаю, не занижаю, четко по касательной. Натягиваю, вижу свою контрольную линию. Вот она, задана. Ввожу последний блок в свою линию. И мы с вами переводим сразу и соединяем. Контрольную вижу. Противоположную сторону тоже соединяем. Вы можете здесь приподнять линию и посмотреть. Получается, видите, мы с вами четко сделали прямую линию. Если я отчесывать буду, видите, все у нас прям ровненько переходит прядь за прядью, блок за блоком в одну линию. Вот таким вот образом мы с вами задали наши 60 градусов. И теперь давайте посмотрим с вами. Чуть-чуть сейчас верну кудряшку. Помните, я вам говорила, что за счет кудряшки у нас волосы будут подниматься еще сантиметра на 2. И вот она, последняя наша вот кудряшка, вот она. И давайте смотреть, переместили мы с вами объем, как хотели, да, на брови, на лобную зону. Переместили? Ну, на мой взгляд, переместили наш объем. И здесь вот эту стрижку можно будет носить как вытягивая, также оставляя в кудрявом варианте. Но так как, я понимаю, не вытягиваете никогда, Ин? Нет? Нет, наоборот, всю жизнь мечтала о кудрях, в детстве были прямые волосы. Поэтому мы, когда будем с вами сушить, мы будем просто формировать заново локон. Чтобы она носила, она точно так же посмотрела, как я сушу, и дальше этим пользовалась. Значит, так как у нас с вами за время моего долгого рассказа волосы подсохли, и нам надо обязательно тогда смочить волосы, чтобы равномерно намоченные были. Почему? Потому что у нас, если волос сухой, то, соответственно, натяжение другое. Да, волос в мокром виде более эластичный. Отделяем. Посмотрите, пожалуйста, мой рабочий пробор, как я сделала. У меня идет легкая диагональ. Волосы смочите. И нам еще с вами противоположную сторону тоже надо намочить. Потому что сразу же, так как у нас симметричная стрижка, мы с вами будем сразу стричь лево-право. И я вам на симметричных стрижках рекомендую делать именно так. Потому что мы не родились с четким с вами определением длины. И чтобы не перестригать лишний раз, конечно, лучше делать лево-право, лево-право. Отделяем на одном и том же уровне пряди. Мы с вами должны отделить на одной и той же высоте пряди. Почему? Потому что
проверка натяжения. Помните, у нас натяжение должно быть из одной и той же зоны, поэтому высота должна быть одинаковая. Так вот, и теперь нам надо с вами продлить линию к лицу. Помните, я вам говорила, ножницы потеряла, я вам говорила о том, что у лица волосы приподнимаются, и вы это уже знаете из практики. А тем более, не забывайте, у нас еще и кудрявые волосы. Поэтому в кудряшке они еще подпрыгнуть могут сантиметра на 2. Поэтому нам надо сейчас с вами задать длину. Вы помните, мы хотим с вами коротенькую, да, стрижку. Значит, соответственно, мы хотим где-то, мы, по-моему, решили по челюсти. А, соответственно, нам надо сделать подлинней, потому что в кудрявом состоянии они у нас как раз подпрыгнут. Дальше, смотрите, так как мы сейчас будем делать окантовку, у нас с вами здесь на затылке градуировка уже есть. Но сейчас мы оформляем висок. Видите, я сделала на виске пробор, да, он легкая диагональ. Я продлеваю от наивысшей точки на затылок пробор. Убираю здесь вот эту зону для того, чтобы она мне не мешалась. Потому что буду работать сейчас на одном уровне. Здесь уже высота другая. Это, соответственно, будет соответствовать другому блоку. Мы работаем сейчас с вами на одном уровне. Опускаем голову на бок. И волосы обязательно только намочите. Так, и мы с вами должны продлить линию. У нас с вами задана здесь длина. Если вы помните, за ушком, вот она, длина задана. Мы ее с вами уже задали. Берем и подтягиваем все волосы поочередно, попрядно и создаем окантовку на виске. Но вы не забывайте о том, что мы с вами хотим сделать чуть-чуть длинней. Почему? Потому что в сухом виде кудряшка наша подпрыгнет. Вижу свою окантовку и задаю длину. Видите, у меня пальчики стоят по моему рабочему пробору. То есть я задаю удлинение легкое. Не забывайте, что всегда в сухом виде мы можем еще с вами отрезать. Значит, здесь желательно натяжение делать 0, для того, чтобы почистить сразу волосы, которые у нас с вами будут выскакивать из окантовки. Повторяем противоположную сторону. Здесь мы также от наивысшей точки продлеваем назад на затылок. Убираем. Также помните пробор. Вижу свою окантовку и повторяю, задаю длину. Пальцы у меня стоят, повторяют мой пробор. Теперь отчесали все вниз и подчистили окантовку. Проверяем теперь лево-право, голову выравниваем, проверяем длину с вами. Если вы правильно на одном уровне натянули, направление задали, то у вас, как правило, уже это сойдет с лица. Проверили. Теперь переходим над ушками. Почему? Потому что невозможно нам на глаз определить, откуда взять. Берете и ориентируясь на что-то, да, ориентируйтесь, конкретно ориентируемся на ушки. И натягиваем длину, чтобы у нас с вами тоже было все одинаково, все ровненько. Все, переходим к следующей части. Опять же отделяем по диагонали пробор. Диагональ у нас не крутая, помните, почему? Потому что у нас... Почему? Удлинение к лицу идет легкое. Ну, я вам, как уже говорила, волосы хорошие у Инны, поэтому есть еще над чем поработать. Дальше мы с вами отделили пробор. На этом же уровне по наивысшей точке отделяем следующий блок на затылке. Вот так, чтобы нам ничего не мешалось. Вот. Видите, мы работаем уже со следующим блоком. И нам надо задать с вами градуировку.
Вот сейчас будет у нас сложная линия. Смотрите внимательно, как мы с вами переводим затылочную градуировку в градуировку у лица, то есть на виске. У нас с вами есть контрольная линия, вот она. Мы с вами ее уже простригли на затылке. Вот она, видите, у нас есть она. Вот. Теперь вот эта наша контрольная будет контрольной для височной зоны. Поэтому мы с вами ее, как всегда, делаем в легкую диагональ. Берем новую прядь, отчесываю к контрольной и стою я за ней. То есть моя вот эта контрольная линия, она у меня идет параллельно полу и 90 к голове. То есть я, смотрите, вот так вот держу, это 90, вот так вот, ну кто что говорит, кто 0, кто 180, как правило, вот это 180. Я стою 90, то есть вот она моя линия контрольная, вот она 90 у меня к голове. Локоток, так как это правая сторона, я поднимаю высоко, для того, чтобы мне не гнуть спину. Я подчесываю прядь к своей контрольной, и у меня здесь заданы две точки. Сейчас я вам отчешу, чтобы вы видели. Вот одна точка, она у меня прячется. Вот она одна точка моя, видите? И вот она моя вторая точка. Вот эта вторая точка, откуда у меня появилась? Это заданная мной окантовка внизу. И вот теперь вот эти две точки мне надо соединить между собой, не зарезая. То есть я соединила четко две точки. Все. Видите? И я перевожу теперь мой затылок в височную зону. Теперь у меня задалась контрольная прядь следующая. Я разделила ее по диагонали. Видите, диагональ у меня тоже легкая. Взяла следующую прядь. Опять же натянула, подтянула прядь новую к только что простриженной своей линии. У меня линия задана, вот она, я ее вижу. И я теперь эту линию повторяю. То есть я ввожу последнюю прядку, я подтягиваю и простригаю. Видите, все, получилась у меня прекрасная ровная линия. Но низ, вот этот я не свела. Этот низ я буду сводить сейчас дальше, когда буду делать окантовку. Я отпустила. У меня сейчас, вы увидите, появился хвостик. Давайте посмотрим, есть он у меня? Есть. Вот он, видите, хвостик? Вот он. Вот этот хвостик, вот у меня там линия была, которую мы с вами задавали, и появился хвостик. И я сейчас в данном случае вот так вот раз, и этот хвостик убираю. Вот она моя линия пошла здесь у лица. Скажите, что на заминку. Так, сейчас, девчонки, у меня телефон садится, не подготовилась я. Сейчас я пока буду отделять прядь, мы телефон сейчас подключим. Вы никуда не исчезнете, главное, чтобы не отключился телефон. Так. Я теперь перешла на противоположную сторону. И все то же самое я проделываю с левой стороной. Я ищу свою прядь, которая уже прострижена на затылке. Вот она. Это будет моя контрольная прядь. Она стоит у меня перпендикулярно голове и параллельно полу. Я беру новую прядь. Легкая диагональ у меня. Я подтягиваю вот эту новую прядь к
контрольной пряди, которая была вот прострижена ранее мной на затылке. И я вижу свои контрольные точки. Вот еще раз показываю. Я когда отчесала, у меня есть заданная длина на виске и контрольная моя линия на затылке. Я соединяю эти две точки. Соединила. Дальше. Следующую прядь отделила. Подчесала контрольной от лица. Вижу свою линию контрольную, вот она. Соединяю. Последнюю прядь подтягиваю. И ввожу опять же в свою линию. Отпускаю, и у меня здесь также, видите, появился хвостик. Вот он длинненький. Я его убираю. Переходим дальше. Будет ли запись эфира? Ну, я надеюсь, что у нас сохранится. Постараемся максимально для этого сделать все. Переходим дальше. Убираем опять же лишнее. И возвращаемся к нашей контрольной пряди. Вы помните, что у нас наивысшая точка. И отделяем прядь на затылке. И вот работаем теперь с этой зоной. Опять же, у нас контрольная с вами это за ухом. Мы уже ее с вами простригли. Отделяю, беру новую прядь. Легкая диагональ у меня идет. Не сильная. Поднимаю локоток. Отчесываю прядь. Стою я за контрольной прядью. Она у меня 90 к голове. Натяжение параллельно полу. И здесь я уже вижу, опять же, свою линию. Вот она, видите, линия? Я простригаю в свою линию. Разделила ее пополам. Перешла за прядью, за своей. Подтянула от лица новую прядь. Натянула, вижу линию. У меня параллельно полу натяжение пряди, но перпендикулярно голове. Последнюю подтягиваю всю. Свою линию вижу, вот она моя линия. Я ее встригаю. Отпустили. И у нас с вами появляется тоже градуировка. Видите? В сухом виде она, естественно, у нас поднимется. Давайте посмотрим, есть ли у нас тут линия. Ну, вообще она видна. Давайте вот так посмотрим. Вот, видите, волосы сверху короче, чем низ. За счет этого у нас появляется градуировка. Переходим на противоположную сторону. Отделяем, опять же, от наивысшей точки. Отделяем дальше, чтобы нам не мешалось. И работаем с этой зоной. Помните, контрольная у меня за ухом. Подчесала к контрольной свою линию. Не линию, а новую прядь. Параллельно полу идет. Ввожу в стрижку. Отделила следующую. Разделила пополам. Легкая диагональ. У меня контрольная. Я перешла за ней. Натянула. От лица подтянула. Ввела в свою линию, соединила последнюю прядь, подтянула. Стою на месте сейчас. От лица подтянула, ввела. Последняя у нас с вами часть осталась, топ-зона. Мы с вами уже делим пополам эти две части. Опять же, контрольную у меня, помните, за ухом. Я взяла новую прядь. Моя контрольная за ухом. К контрольной за ухом подчесала новую прядь. По касательной у меня здесь уже все идет. Ввела новая прядь. Разделила пополам. Отчесала от лица.
Стою я за контрольной своей. Параллельно у меня идет полу. Свою линию вижу, как всегда. Ввожу. Смотрите, вот эту я всю подтягиваю. Вы помните, что мы говорили с вами о том, что рост волос здесь, видите, коротенькие. Поэтому сильно, чтобы у нас не получилось окна, я всю вот эту зону подтягиваю, и с места я не сдвинулась. Я ввожу в линию, которую я только что простригла. Все, ввожу до конца, отпускаю, у меня идет удлинение к лицу. Но вы не забывайте, что мы еще не оформляли челку. Перехожу на противоположную сторону. Также стою я за своей контрольной прядью за ухом. Вот она, мое ухо. Контрольная прядь. Беру новую. Руку поднимаю, локоть. Натягиваю. И ввожу в свою линию. Прядь у меня, как видите, параллельно полу идет. Линия, вон она моя. Показываю ее. Ввожу. Дальше следующую отделила. Перешла. От лица отчесала. Стою за контрольной своей, линия видна. Вчесываю, встригаю, продолжаю свою линию. Последнюю всю вот эту зону подтягиваю. И также ввожу в стрижку, ввожу в свою линию. Вон она моя линия. Я просто теперь дальше ее введу. Вот так. Красиво получается, пишут. Это прекрасно. Но еще у нас не все. Дальше поднимаем все волосы наверх. Это проверка уже идет. И обратите внимание, что у нас с вами, давайте подниму, мы с вами стригли лево-право, и у нас поэтому, видите, в центре есть небольшие хвостики, вот они, сбоку лучше, да, их просто мы с вами по прямой выравниваем, потому что у нас идет легкое удлинение к лицу, мы с вами не делаем короткого лица. Таким вот образом мы с вами выровняли топ-зону, видите, все здесь у нас остальное нормально. Мы с вами лево-право сравняли. Теперь нам надо с вами... Ну вот посмотрите, на Инну, видите, длина та, которую мы с вами задали. То есть длина у нас с вами, видите, вот, как мы и хотели по челюсти. Теперь нам надо сделать у лица, как мы говорили с вами, более короткую челку. Мы берем опять волосы, равномерно мочим. Смотрите, девчонки, мы, конечно же, когда стрижем, у нас волосы даже высохнуть не успевают. В связи с тем, что я очень много говорю, поэтому работаю я медленнее, потому что вы должны видеть вообще просто все, что я делаю. Поэтому у меня волосы успевают высыхать. Конечно, в жизни у меня даже они ни разу не высыхают, а влажные мне даже приходится досушивать. И где-то в среднем на стрижку я трачу где-то полчаса. Это если вам интересно. Поэтому мы с вами теперь должны доработать дальше челку. Я опять разворачиваю, потому что мне подойти надо, чтобы я видела длину. И отделяем от лица тонкую прядь. И начинаем делать челку. Убираем все оставшиеся волосы. Отчесываем, чтобы нам попрядно все это вводить. Видите, разваливается, как и обещала она нам. Так, помните, мы с вами решили, что у нас челка будет здесь. Соответственно, если у нас в сухом виде кудряшка поднимается, значит, соответственно, челка должна быть где-то здесь. Поэтому мы с вами идем, натягиваем волосы, мы определили, что где-то будет на уровне губ. Убираем длину. И здесь мы сделали окошко. Видите, даже сама поднимается уже прядь у нас. Сделали окошко. И теперь нам надо с вами свести по дуге лево и право. Мы с вами тут задали длину. Помните, у нас есть длина. И мы должны с вами свести нашу челку в нашу длину, заданную окантовкой.
Поэтому натяжение у нас в данном случае сейчас идет 0. И мы с вами сводим. Натяжение 0. Первая линия должна быть достаточно плотной. Дальше мы с вами можем уже опять же градуировку эту сделать. Вот она, наша первая линия. И сейчас мы переходим на противоположную сторону. Также у нас с вами, так как было окошко, у нас задана длина. Вот она есть. И мы должны свести с вами к нашей линии, которую мы задали уже окантовкой на виске. Сводим. После того, когда мы свели, нам обязательно надо проверить лево-право, чтобы у нас тоже все было одинаково. Дальше отделяем следующую прядь. И вот здесь, так как у нас с вами стрижка градуированная, мы с вами поднимаем волосы. Получается, мы поднимаем по касательной. Ну, либо параллельно полу, как вам будет удобно это говорить. Я свою точку, вот она, моя линия простриженная, видна. Я повторяю свою линию. И дальше таким же образом, опять же, не ухожу никуда. У меня должно быть все-таки натяжение по лицу, то есть по касательной. И ввожу дальше в свою стрижку с одной стороны и также с другой стороны. По касательной, не забывайте, то есть я не ухожу в сторону, именно по касательной к лицу. Свожу. Насколько хватает длины, мы все волосы попрядно будем подчесывать к лицу. Опять же, натянула по касательной. Увидела у меня здесь лишний хвостик. Убрала его. Видите, все, дальше уже у меня ничего уже не подтягивается. С одной стороны и проверяем на всякий случай с другой стороны. Опять же по касательной к голове. Проверяю. Все, здесь все нормально. Так как у нас с вами зона только что была прострижена у челки, поднимаем волосы, натягиваем. Мы же стригли к лицу. И вот здесь у нас с вами появится маленький хвостик. Вот он. Его просто убираем. У нас натяжение с вами, получается, голову обняли, натянули, 90 к голове, убрали. Это для того, чтобы у нас с вами не было плотности в одном месте. Дальше мы... О, смотрите, посмотрите через зеркало, девчонки, мальчишки, смотрите, видите? Ничего еще не делали. А посмотрите, как длина вот эта нам идет. Просто вот, ну реально. Прям совершенно другой человек получился. Это еще вообще мы просто не укладывали ничего. Дальше. Я вам рекомендую сделать еще проверку. Я просто... Многие мне пишут на ютубе. Устали смотреть, ты все время проверяешь. Я действительно так работаю в жизни. Я все свои стрижки проверяю по нескольку раз. Для того, чтобы потом в идеале все лежало и человек не мучился. Мы с вами проверку делаем на всякий случай, еще раз поднимая волосы. То есть мы с вами идем на... Идет, получается, соединение виска и затылка. Сюда поднимаем волосы, так как мы здесь с вами стригли. Обняли голову и натянули 90. И если у вас здесь будет хвостик, вы его убираете. Ну, в данном случае, видите, у меня здесь все идеально подстрижено, хвостика нет. То же самое с противоположной стороны. То есть, получается, на стыке виска и затылка, вот здесь, да, мы с вами подняли сюда, подтянули волосы все, обняли голову, это 90 градусов, натянули.
И вот здесь вот у нас с вами может появиться маленький хвостик. Но видите, у меня здесь тоже ничего нет, поэтому все у нас здесь отлично получилось. Вот, теперь самая приятная процедура. Мы должны с вами сейчас в данный момент сформировать заново локоны. Вот эти стрижки, как правило, если человек у вас не вытягивает волосы, вам не надо дальше филировать. Почему? Потому что при филировке что у нас происходит? У нас волос хорошо входит в волос, и мы с вами легко можем тогда разгладить волос. В данном случае нам надо, чтобы волос отталкивался от волоса, поэтому мы оставляем нефилированными волосы. Мы сейчас заново мочим волосы для того, чтобы придать локонам структуру. Потому что он просто у нас, видите, подсох и стал пушистым, а не кудрявым. А нам надо сделать кудри. Заново формируем локон. И сейчас будем использовать уже тогда укладочное средство для формирования локонов, которое дальше зафиксирует, но оставит их живыми. Сейчас же, опять же, немножко структурируем волосы, придаем обратно кудрявость, а не пушистость. И сейчас мы с вами посмотрим в итоге, как у нас все получается. Это пока только вода, я еще больше ничего не делала. Вы, когда уже подходите ближе к укладке, вы смотрите, на какую сторону будете укладывать, потому что если мы посмотрим через зеркало, не всегда нам идет налево там, или не всегда направо. Вы можете подыскивать, на какую сторону вы хотите. Мне на это не нравится. Ну вот смотрите, а на это уже получше. Так, извините, пожалуйста. Вы помните, что я переболела недавно. И поэтому тут говорю много. Сейчас я возьму укладочное средство. Мы с вами берем средство для формирования локона. Я вам как-то в посте рассказывала о том, что мне оно нравится. И его наносим, то есть делаем структуру. На кожу головы не надо, а достаточно просто на сами волосы, на длину. И с помощью диффузора мы сейчас с вами высушивать будем волосы для того, чтобы не разбить вот эту вот текстуру локонов. У меня такая модернизированная уже насадка, она универсальная, фен у меня маленький, как видите. А для того, чтобы одеть вот такую большую насадку на маленький фен, мне пришлось убрать внутреннюю резинку. Поэтому у меня теперь все прекрасно входит. А вообще, сами знаете, что вот эти насадки большие, они на длинные дышлы идут. И дальше мы с вами включаем теплый воздух, ни в коем случае не горячий. И дальше мы, когда с вами сушим, еще плюс используем холодную клавишу, то есть холодный воздух, потому что иначе можно обжечь.
Чтобы посушить виски, вам надо наклонить немного голову на бок, для того, чтобы мы в ковш положили кудряшки. Сейчас я посмотрю. Модель помолодела, ей очень идет, пишут. Вот видите, что делает стрижка. Еще у нас есть вопрос. Не с начала эфира смотрит один человек. Подскажите, стрижка боб-каре градуированная или какая? Да, в данном случае у нас с вами получилось боб-каре. Что такое боб-каре? Боб-каре – это и есть градуированная стрижка, потому что у нее присутствует на протяжении всей стрижки угол. Совершенно верно, мы с вами 5 баллов, кто там правильно ответил. Действительно у нас с вами получилось боб-каре. Да, соответственно, смотрите, мы с вами посушили, поэтому у нас сейчас видна сразу структура волоса, да, то есть видно, что достаточно крупный, такой хороший локон, поэтому если она будет дома себе формировать, будет просто прекрасно, потому что ничего делать не надо больше, видите, вот они высохли, и получилось у нас хорошо. Значит, смотрите, следующий момент, когда вы будете укладывать. Значит, ну, во-первых, вы сейчас посмотрите, это просто я посушила, ничего не раскладывала. Вот посмотрите, и так и все равно виден угол у нас. Вот обратите внимание, сбоку, если посмотреть, то все-таки вот этот угол сразу виден, 60 градусов, который мы с вами простригли. Видите? И он присутствует на протяжении, видите, всей стрижки. Мы с вами перевели вот этот объем, вот он, посмотрите еще раз сюда. Вот мы перевели объем вот в это место, как мы и договаривались, дайте, чтобы я не промахнулась мимо глаз, да, видите, вот, и затылок чуть повыше, покажу сейчас чуть-чуть, смотрите, то есть здесь у нас идет на уровне глаз объем, и затылок пошел чуть выше, как мы с вами и договаривались, на верхнюю затылочную зону, вот. Для того, чтобы больше структурировать стрижку и подчеркнуть угол лучше, мы с вами берем лак. Это я вам рассказываю вот эти фенечки, потому что вы дома на работе это будете все делать. Мы с вами, для того, чтобы сформировать нам все-таки больше явный угол, мы с вами делаем, брызгаем лаком, чуть-чуть даем высохнуть и формируем угол сами. То есть я сейчас, если вы не против, к зеркалу повернемся, потому что я без зеркала не вижу. Смотрите, мы с вами дальше сами формируем угол.
То есть нам надо оставить тонкое у лица, видите? Значит, соответственно, я приподнимаю, брызгаю, даю высохнуть волосу. И видите, что у меня получается? Я сформировала свой угол, который я хочу сделать. Видите? То есть волос у меня, когда подсыхает, у меня получается форма, нужная мне. То есть я вытягиваю, так как я стригла именно с этим углом, у меня и задается этот угол. То есть здесь я убираю, если у меня лишнее что-то торчит, и задаю угол самостоятельно. Обратите внимание. Приподнимаю, даю сейчас чуть-чуть, да, дышим глубоко, даем чуть-чуть высохнуть лаку. И вот таким вот образом, видите, мы сформировали угол дополнительный. Вот я вам показываю. Но у лица мне вот этот угол не нужен. Мы с вами задали длину, которую говорили про челку. Видите, мы говорили, что с вами она будет у нас по скулу. Вот, обратите внимание, у нас она в кудрявом виде так и получилась. То же самое на затылке. Видите, я сформировала треугольник, про который мы с вами говорили слева и справа. И теперь я также сформировать могу треугольник покруче на затылке. То есть я чуть-чуть побрызгала, а вот здесь немного объем убрала, а здесь создала. И я переместила туда, куда мне надо. Обратите внимание, какой у меня теперь получился бомбический угол. Ну, мне кажется, на лице ничего у нас даже не мешает. Мне кажется, очень хорошо мы подобрали форму. Спасибо, мне очень понравилось. Сейчас неожиданно. Мы сейчас еще с вами дадим обязательно зеркало, и вы сейчас еще посмотрите со всех сторон. И еще раз вам хочу напомнить о том, что все то, что я делала сегодня, я на своих онлайн-уроках, которые я выставила на гид-курсе, также подробно рассказываю. То есть каждую модель, которая ко мне приходит, и стрижку, которую я для вас там снимаю, я также подробно подбираю стрижку именно перед вами, то есть вместе с вами. Поэтому вы не пожалеете, выберите любую стрижку, которая есть на онлайн-курсе, и выберите себе, также по ней будете свободно стричь, также будете смотреть, как я это делаю здесь. Поэтому вот я рекомендую вам пользоваться моей техникой. Разворачиваем нашу модель к зеркалу, естественно, потому что она затылок свой не видела. Она на себя смотрит так же, как и мы первый раз. Теперь вот она у нас изменилась. Я думаю, что ей будет гораздо комфортнее, чем с ее длинными волосами, потому что она не знала, куда их ей девать и что с ними делать. Какие-то вопросы, если у вас есть, задавайте, пожалуйста. И не забывайте подписываться и переходить ко мне в Инстаграм и в Телеграм. Там я выставляю много интересной информации. Ну и главное, вы мне напишите тогда, если вы потеряетесь, если вам нужна будет ссылка на мои обучающие уроки, я вам всегда напишу. Так что Очень стильно. Красота. Спасибо. Ну так надо нивелироваться. Вот я сейчас смотрю и вроде. Наверное, скорее всего, мы с вами тогда, мои коллеги, заканчиваем эфир, потому что у меня возникли, видите, вопросы дополнительные. Это не для этого эфира насчет милирования, да. Но вы можете ответить нашей модели, надо ли ей милироваться. То есть ее вопрос этот беспокоит. Значит, я вам скажу по ее структуре волоса. У нее там седина. Скажите, коллеги, надо нам милироваться? Она рассеянная, она не очаговая. Но что дает нам милирование? Во-первых, игру цвета. Вы видите, да, все-таки вот эта игра цвета, вот это то, что у нас в колечках, получается, освежает, оживляет и отвлекает от седины, которая у нас все-таки присутствует. Поэтому сам вопрос и сам ответ, да? Спасибо за эфир, очень понравилось. Да, можно добавить блики. Да. Отлично, да.
Значит, мои хорошие, мы с вами в следующий раз встречаемся 22-го в 19 часов. Это будет у нас, какая площадка? Hairdresser TV. Так что всех вас жду там. И, пожалуйста, те, кто не может найти ссылку для прямых эфиров, куда я выставляю, вы напишите мне, пожалуйста, все вам пришлю. Всех вас люблю и до новой встречи. Пока-пока. Всего доброго.